Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. У меня сейчас небольшой такой творческий застой, да, пока в моей голове не сложилось никаких вот таких вот конкретных изделий, что я хотела бы связать. И поэтому в перерыве я решила зайти на сайт итальянского бренда Peserico и посмотреть, что он нам предлагает на грядущий сезон, на лето, что мы можем связать своими руками. И пару моделей, может 3 модели меня заинтересовали именно в том плане, что это можно связать руками, связать спицами. И одну из таких моделей мы сегодня с вами рассмотрим, даже не сколько модель, а сколько узор, который используется на этой модели. Вот посмотрите, связан топ, очень красивого такого, я бы сказала, мятного цвета. Значит, топ из хлопка, вырез под горлышко сделан, без рукавов. А вторая модель это, скажем, такой джемпер, тоже легкий джемпер хлопковый, но с рукавами, которые, можно сказать, их назвать короткими или 3/4, там, ну, это уже на ваше усмотрение, да. Вот, узор этот несложный, и сейчас мы с вами разберем. Вот, посмотрите, я уже связала этот узор, это у меня тоже он связан из хлопка. Значит, вяжется он несложно, а смотрится, посмотрите, очень оригинально. Значит, раппорт этого узора, значит, надо набирать 6 петель плюс 3 петельки для симметрии и 2 кромочные, естественно, да? Здесь вот у меня я набрала 41 петлю, то есть у меня 36 плюс 3 39 и 2 41 петля. И я попробую вязать 2 варианта. Значит, первый раппорт я делала, вот здесь внизу вы видите, всего 4 ряда, а потом стала делать 6 рядов. И мне вот показалось, что 6 рядов смотрится лучше. Поэтому сейчас я вам расскажу, как он вяжется. Все несложно, хотя вот так на первый взгляд думаешь, как они это все придумали. А когда начинаешь разбираться, все не так сложно. Еще сразу хочу вам показать, вот, что это за нитки, чтобы потом вы не пришлось вам спрашивать, да. Вот это нитки такие, которые сейчас использую на узоре. Значит, это немецкая марка. Значит, здесь 55% хлопка и 45% акрила. И в 50 граммах примерно 90 метров. И вяжу я на спицах 4 миллиметра. Значит, чтобы связать узор, вам понадобится или вот такая вспомогательная спица для переплетения косичек. Я использую обыкновенную спицу, мне так проще, да, но вы смотрите сами. Я вам сейчас покажу, как я делаю, а вы смотрите, как вам удобно. Итак, вот это начнем первый ряд раппорта по лицевой стороне. Значит, вот у меня, смотрите, мы начинаем кромочная, естественно, мы вяжем, снимаем, и дальше у меня начинаются мои 6 петель. Для этого я беру вспомогательную спицу, как я вам сказала, и под ниточку ввожу и снимаю 3 петли. 1, 2, 3. Все, эту спицу я могу задвинуть. И теперь я работаю со следующими 3 петельками. Значит, вот у меня 3 петли, которые я сняла на вспомогательную спицу, и 3 петли, которые у меня на этой спице. Мы их должны перекрестить. Вот эти 3 петли у меня идут вперед, а те, которые на спице вспомогательные, они потом будут провязаны во вторую очередь. Но вот из этих 3 петель, значит, по рисунку делается 2. Но чтобы количество петель у нас не изменилось, мы делаем накид. И накид делается такой вот двойной. Потом мы провязываем петлю и тоже вот как бы двойную, чтобы в следующем ряду вот эта петля была длинная. Потом из 3 петель мы будем делать 2. Их переснимаю, меняю стенку и провязываю их 2 вместе и тоже делаю вот такую длинную петлю. Я вяжу классикой, да. Дальше мы возвращаемся на нашу вспомогательную спицу. Я переношу ниточку и провязываю вот эти 3 петли, которые у меня на вспомогательной спице, просто 3 лицевые. 1, 2, 3. Это мы с вами провязали 1 раппорт. Дальше второй раппорт. Опять я беру
вспомогательную спицу, завожу под ниточку, снимаю 3 петли, 1, 2, 3 петли, задвигаю и теперь работаю уже основными спицами. Делаю опять накид двойной, потом провязываю лицевую тоже спицу, перекручиваю, то есть вот двойную вокруг спицы делаю, потом 2 петельки меняю у них стенку и провязываю их вместе, тоже делаю такую длинную петлю. Все, потом мы возвращаемся к вспомогательной спице нашей и провязываем 3 петли с этой спицы просто лицевыми. 1, 2, 3. Итак, мы продолжаем с вами вязать до конца ряда. В конце ряда у меня останутся 3 петельки, не считая кромочной, 3 петельки, которые мы набирали для симметрии. Но сейчас давайте закончим этот ряд до конца. Ну вот, я ряд довязала до конца. Здесь немножко на спице петельки так туговато за счет вот этих двойных оборотов, да? Но это только один ряд. Все остальные ряды вяжутся уже легко. Значит, второй ряд, это у нас по изнанке вяжется все изнаночными. Если вяжете по кругу, то будет вязаться все лицевыми. Итак, кромочную мы снимаем, и я вяжу 3 изнаночных, это которые были для симметрии. Дальше 3 изнаночные уже с раппорта, которые просто вязались. А следующие 3 изнаночные вот с этими двойными оборотами. Да? Мы вот подхватываем петельку, провязываем изнаночную и снимаем все эти обороты. Следующую тоже подхватываем, провязываем изнаночные и снимаем эти обороты. И также у нас еще накид двойной. И тоже мы все снимаем. Вы не бойтесь, что здесь такая длинная нитка, это все потом уйдет. Дальше мы вяжем опять 3 изнаночных просто, потом 3 изнаночных вот этих наших длинных, 1, 2 и накид длинный. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Вот у меня остался последний раппорт. И кромочная. Все, мы связали второй ряд. Теперь мы разворачиваемся. И вот здесь вот этот ряд можно просто так немножко его подтянуть. Вот эти все длинные петельки, они расправятся. Все, это мы связали 2 ряда из раппорта. И, как я сказала, раппорт у нас из 6 рядов. Сейчас мы вяжем еще 4 ряда. Значит, один ряд лицевой, второй изнаночный, третий лицевой и 4 изнаночный. И наш раппорт на этом закончится. Те, кто вяжет по кругу, вот эти 4 ряда вяжутся просто лицевыми петлями. Давайте сейчас вот довяжем раппорт до конца. То есть я провяжу сейчас еще 4 ряда. Вот я раппорт довязала до конца, то есть я провязала 4 ряда. Вот он, лицевой глади. И опять мы начинаем делать наше перекрещивание. Только сейчас вы должны будете провязать кромочную, потом 1, 2, 3 петельки лицевыми, и только отсюда начинать перекрещивать. То есть сдвигаетесь на 3 петли влево. И так через раз. Значит, вы вяжете или от начала ряда, тогда 3 петельки у вас в конце остается, или в начале ряда отступаете 3 петельки, и тогда здесь довязываете до конца. Вот такой вот узор. По-моему, несложный, смотрится красиво. Значит, я очень рада буду, если вас этот узор вдохновит на создание какого-нибудь изделия, или такой вот топ связать, как в оригинале предлагается, или можно какую-то легкую кофточку связать с коротким рукавом, даже может такую. Ну, это уже на ваше усмотрение. А на сегодня все, что хотела вам показать. До новых встреч! С вами была Светлана. Пока-пока!